Всем доброго времени суток. В сегодняшнем выпуске я покажу, на что способен процессор AMD A8 3870 на сокете FM1. Связки с видеокартой AT Radeon HD 7850 на 1 ГБ памяти с 256-битной шиной и 6 ГБ оперативной памяти типа DDR3. В общем, обо всем по порядку, а в описании найдете ссылки на железо и на группы со вторым моим каналом. Купил я железо, а точнее весь комп в целом с монитором, для перепродажи, но корпус был буквально развален. Пересобрал я все в другой корпус от фирмы Депо, так как он в наличии и был, да и сам корпус большой, что уже хорошо для железа, что будет стоять в нем. Итак, процессор, как уже говорил, от AMD A8 3870 на 4 ядра с частотой в 3 ГГц, кэш 1, 2 и 3 уровней 256 кБ, 256 кБ и 4 МБ соответственно. Техпроцесс 32 нанометра ТДП в 100 Вт, что уже внушительно. Графическое ядро Radeon HD 5660D на 600 МГц, а максимальная рабочая температура 72 градуса. Охлаждает данный камень кулер от Deepcool Beta 40, у него как раз рассеиваемая мощность в 100 Вт. Материнская плата ASRock A55M DGS. Кажись, самая бюджетная и, что самое интересное, умеет держать процессоры с энергопотреблением до 100 Вт. Сразу видно, что систему собирали бюджетную и все впритык, а говоря о материнской плате, ввиду своей бюджетности, она формата Micro ATX, нет охлаждения в зоне VRM, 4-фазное питание, из приятного твердотельные конденсаторы и больше ничего хорошего я не увидел. Два слота под оперативную память, а процессор поддерживает максимально 32 ГБ, но с частотой в 1866 МГц. Также имеет на себе два видеовыхода VGA и DVI-D. 6-канальный звук на кодеке Realtek ALC662 PCI-Express X16 2.0 и 1 PCI-Express. Чуть не забыл про фишку данной матери, это зарядка устройств iPhone, iPod и так далее при выключенном компьютере, и поэтому увеличенная мощность USB портов. Оперативной памяти тут две планки, одна на 2 ГБ, та что шла в комплекте, другая с AliExpress от фирмы Veneda на 4 ГБ. Этой фирмой я пользуюсь уже давно и полностью доволен ими, стоят они дешево и при этом долговечны и с частотой в 1600 МГц. Видеокарта тоже с AliExpress от Radeon HD 7850 GDDR5 на 1 ГБ памяти с 256-битной шиной и с дополнительным питанием в 6 пин. По характеристикам, частота GPU 850 МГц, количество шейдерных процессоров 1024, частота видеопамяти 1200 МГц. Предназначена для слота PCI-Express X16 3.0, а мать на 2.0, поэтому потенциал карты не может быть раскрыт на 3-5%. Естественно, работает с DirectX 11, из видеовыходов имеет DVI-I, DVI-D, HDMI и DisplayPort. Немного позднее прогоню в бенчмарке. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the... Блок питания от фирмы Linkward на 450 Вт. По факту там меньше, но предостаточный для этой системы с учетом 15% запаса мощности. В роли накопителя послужил жесткий диск, который также шел в комплекте от фирмы Seagate на 500 ГБ памяти. В общем, стандартный винт. Теперь, когда я прошелся по всем комплектующим и собрал систему, надо пройти по тестам синтетики и посмотреть на результаты. Затем будут тесты в играх, по крайней мере в тех, что успел, и они же самые популярные интернет-проекты. Ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10.
Бенчмарк от Cinebench R15, тест процессора на производительность, выдал 216 кубит. Для сравнения X3430 выдавал 259 кубит. Получается, что процессор старше и с меньшей тактовой частотой будет более производительнее и еще намного дешевле этого. Теперь тесты видеокарты FarMark разрешения Full HD выдал 1439 поинтов, что довольно неплохой результат, а грелась карта до 63 градусов. Эта температура не критическая, а карта еще имеет неплохой разгонный потенциал, но я не сторонник этого дела и буду тестировать ее в стоке. И первая игра, в которой хочу протестировать, CSGO, настройки автоматически на высоких, разрешение Full HD. И игра выдает стабильные 50-60 кадров с очень редкими просадками до 45. Каких-то призов замечено не было, да и быть им тут не место. Следующая игра, на мой взгляд, одна из самых оптимизированных проектов World of Tanks. Настройки на средне-высоких и также Full HD. Тут уже сомнений не было, что результаты будут хорошими, и видим стабильные 70-80 кадров без явных просадок и полным отсутствием фризов. Несколько раз просили в комментариях и писали в личку, чтобы протестировал Warface, вот и она, настройки на высоких, разрешение Full HD. Обновление новое, счетчик кадров держится в районе 70-80, в зависимости от локации, бывают просадки и ниже 48 кадров я не наблюдал. И последняя игра, которую я успел протестировать, это Crossout. Настройки на средне-высоких, разрешение все так же Full HD. И почему-то ни Fraps, ни MSI Afterburner не захотели запуститься с этой игрой. Что-то там было связано с DirectX, разбираться времени не было. Но играть было комфортно, фризов или чувства нехватки кадров для комфортной игры не наблюдалось. Думаю, и тут все норм. Процессор практически всегда холодный, а значит охлаждение делает свое дело отлично. Температура карты не доходила до 70 градусов, что тоже хорошо. В общем и в целом сборка получилась довольно неплохой и с возможностью на небольшой апгрейд. Карты, к примеру, с GTX 750 Ti и 8 гигабайт оперативки. Будет достойная сборка с хорошей производительностью за свои относительно небольшие деньги. А что думаете вы по этому поводу, пишите в комментарии. Также не забудьте заглянуть в описание, там полезные ссылки. К примеру, чтобы сэкономить на покупках с интернет-магазинов, можно на кэшбэк-сервисах EPN или Letyshoп, ссылки там же, где и всегда. И что касается лайков и подписки, это уже на ваше усмотрение, я же просто напоминаю, что есть две эти кнопки. А на этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.